для того, чтобы использовать термины и понятия, нужно немножечко в них разобраться. Рассмотрим такие понятия, как индивид, личность, человек. Когда говорим о индивидуальной образовательной траектории, да, мы же, кстати, не говорим о личностной образовательной траектории. Так вот, с чем же индивид отличается от личности? Если не углубляться, может быть, в философскую, так сказать, как говорится, трактовку и исследования, которые могут быть там выражены даже в целых диссертациях, мы хотя бы можем для себя понимать, что индивид отличается от личности тем, что вот индивидом рождаются индивидуальностью, а личностью становится. Ну и еще такое вот понятие, как индивидуальность отстаивают. То есть, в общем-то, индивид это некоторое врожденное качество, а личность, она становится, то есть индивид становится личностью в процессе социального такого вхождения в социум. Вот такое понимание мы можем в качестве рабочего использовать. Индивид и человек. Вот чтобы понять тоже, кто такой индивид и чем отличается от человека, можно такие сопоставить две таких цепочки из трех элементов каждой. То есть цепочка род, вид, индивид, она примерно такая же, как человечество, человек и конкретный человек. То есть индивид это такая же конкретизация от рода, вида, как и конкретный человек конкретизирует человечество в целом и человека как понятие. Да? Но и мы должны тоже понимать, что через обучение и воспитание индивид становится личностью, то есть человеком, включенным в систему социальных отношений, в качестве субъекта этих отношений. То есть не просто смотритель со стороны, а в качестве действующего лица. Вопрос состоит в следующем. Кого же все-таки образовывать, обучать? Личность нужно нам обучать, ученика как личность или ученика как человека. Вот. И поэтому мы должны как-то хотя бы их тоже определить, каким образом. Кто же такой личность и кто такой человек. Я предлагаю следующие рабочие трактовки этих понятий. Но личность – это индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности. То есть, если, как говорится, по-научному, то личность – это тот, кто включен в отношения с социумом. А социум – это окружающая среда, можно так сказать ее, в которую входят все те субъекты, которые вокруг ученика находятся, и он с ними имеет некие отношения, осознанные или сознательные, то есть деятельность осуществляется. А человек – это существо, которое обладает разумом, сознанием, созидательностью и человечностью. Конечно, можно каждый из них тоже находить определение, что такое разум, что такое сознание, созидательность и человечность, но тем не менее, вот в рабочем отношении мы все представляем и понимаем, что это такое. И поэтому человека будем считать таким существом, которое обладает вот этими качествами: разум, сознание, созидательность, человечность. И если сравнивать все-таки, что из них шире, что уже, как понятие, личность или человек, то личность – это социальная составляющая человека. Я, кстати, этот вопрос достаточно часто задаю, что шире, как понятие, личность или человек. Многие говорят, что человек менее широкое понятие, то есть это как бы то, что происходит, то, что до личности существует, да? И личностью еще надо стать. Человек уже есть, а личностью надо еще стать, да? Так вот, у меня вопрос такой. Ведь личность это только по отношению к социуму, социальная составляющая. А вот, например, человек, который находится вне социума, например, в лесу живет один, да, или там в монастыре, так сказать, закрытый от других, и так далее. То есть он как? Разве он, как говорится, не обладает какими-то новыми чертами, качествами и проявлениями, чем тот, который находится в социуме? То есть, например, те же самые монахи идут в отшельники
зачем-то, да, то есть чтобы познать что-то другое, чего личность не может познать в социуме. И им нужно отселиться от социума, они поэтому и называются отшельниками, да. Так вот, получается, что человек, который прошел отшельничество, он что, будет более богат, более развит внутренне, да, чем личность? Тогда получается, что человек более широкая категория, чем личность, да. А тем более, если, например, взять следующее, социум — это не все, что окружает человека. Наверное, есть и много другое. Ну, например, природа окружает. Это не совсем социум, да? И поэтому человек по отношению к природе уже шире, чем личность, потому что он включает в себя большее. И таким образом, я не претендую на окончательность решения этой проблемы, кто является зоной внимания основной для учителя, личность или человек, то есть ученик как личность или ученик как человек. Но в любом случае неплохо бы понимать и разбираться. Мы сейчас работаем с какими категориями, с какими чертами, личностными или человеческими. Ну, например, если личностные черты, то они касаются действительно там, отношения к людям, отношения к партиям другим, там, к религиям, культуре и так далее. А если мы говорим о человеке, то там могут быть другие совершенно вещи, к которым, так сказать, он относится. И тогда и сама диагностика результатов образования личности и образования человека, они различные. Более того, сами методики и теории обучения должны тогда отличаться. Одно дело обучать личность, другое дело обучать человека. Результаты будут различны. Это совершенно точно. И надо понимать и пытаться хотя бы выяснить, в чем же отличие теории обучения личности от теории обучения человека. Какую теорию вы в том или ином случае хотите брать за основу. Понятие, которое необходимо и для того, и для другого. И для личностно ориентированного, и для человекосообразного. Это миссия ученика. Тоже это понятие мы ввели в образование. Для чего? Для того, чтобы охарактеризовать некоторую предназначенность человека, ученика, в частности, в образовании, как индивида, как личности, как человека. И мы считаем, что понятие миссии ученика — это переходное понятие между понятием образовательный потенциал ученика и цели ученика. Вот, как говорится, между ними должно быть то, что определяет направление для образовательного движения учащегося, и это направление мы связываем с понятием миссия.